Так, ну что, погнали? Я наконец-то смог настроить игру. Ну как настроить? Просто сделать так, чтобы ее наконец-то OBS смогла захватывать. Сейчас проверим. Все ли работает. Так, звук нормально. Картинка вроде как есть. Вроде бы захватывает. Все хорошо. Ну что ж, попробуем. Попробуем сегодня сыграть тогда в Корсаров, вспомнить былое. Правда, я так понимаю, город потерянный на корабле это будет, естественно, потяжелее версия, так как здесь нету некоторых фишек, которые очень упрощали геймплей, о которых я уже как-то говорил, когда я сравнивал город потерянных кораблей с Ветрами Свободы. Поэтому, может быть, как-нибудь я и попробую Ветер Свободы тоже поиграть. Просто потому, что он проще, там меньше всяких изменений. Но это как-нибудь потом. Так, сейчас, ладно, надо... Я тут настройки пока только начал проверять. Так, траву давайте его просто уберем. Так будет проще находить предметы. На всякой траве, да. Музыку я, кстати, отрубил. Я сразу отрубил музыку, поэтому музыка будет все такая же, как и вчера у меня на стриме. То есть другие саундтреки из других игр. Просто потому, что пока я тут вот заходил, перезаходил, все вот это вот делал, настраивал игру, я услышал один раз в главном меню мелодию из Assassin's Creed Black Flag, поэтому сразу же музыку убрал, потому что все саундтреки Black Flag, если не ошибаюсь, прям практически все, они под авторским правом. И я вот подумал, если уж появился самый основной из главного меню Black Flag, поэтому, наверное, не стоит оставлять музыку, потому что появятся, наверное, еще и другие треки. Они хоть и приятные ушам, особенно даже если там будут эти все песенки, которые пираты пели во время плавания, это, конечно, круто, но YouTube не обрадуется, конечно, совсем. Ладно. Тут включил еще отображение матросов, я так понимаю. Это чтобы матросы были на корабле. Так, автосейв перед абордажем. Давайте, пофиг. Абордаж стенка на стенку. По-моему, стенка на стенку лучше, чем когда в разброс тебя закидывают. Выключает доплытие между островами на боевой карте. Чего? Ладно, давайте включим. Вроде бы звучит как упрощающая какая-то механика, чтобы можно было доплыть. Допустим, до условного, я не знаю, острова, где есть форт, который сможет меня защитить от пиратов. Такими фишками я пользовался, чтобы форт прогнал флотилию пиратов, против которой я просто не смогу сразиться. Классический интерфейс. Слева новый. Справа старый. Ну, слева выглядит как-то проще, хотя мне казалось, что слева он был старый.
Ладно, пофиг, давайте включим пока классический. Чтобы просто вспомнить, что там было. Потому что сегодня я вряд ли много чего успею прям сильно сделать. Так, управление. Кстати, я тут тоже уже успел немножечко посмотреть. По сути, все практически то же самое. Управление вот эскадрой, правда, вот я не видел отдельно. Я помню, я через меню отдавал приказы, главное меню. Каждому кораблю отдельно. Управление на земле. Тут вот, когда я посмотрел, я, конечно, удивился, то, что есть возможность прыгнуть. Возможность прыжка. Что-то я не припоминаю, чтобы в предыдущих частях можно было прыгать. Потому что тут передвижение, конечно, на суше, это... Ну да, устаревшая модель поведения персонажа, скажем так. Так, обыск на единицы, все так же. Команда офицером. Блин, я так понимаю, мне придется частенько выходить в главное меню, чтобы вспоминать все эти команды. Что я помню, что офицеры обычно по дефолту на врагов сразу же набрасываются, и да и все. Море от третьего лица. Тут, наверное, ничего не изменилось. Правда, как правило, по-разному бывает. Вот произвести пушечный залп, он бывает на пробеле стоит, а бывает на щелчке левом. Так, идти вперед, идти назад. Рывок влево, рывок вправо. По сути, то же самое. Перейти на бег. Выпить зелье лечения на С. По-моему, я вот не помню, на X, по-моему, раньше было лечение и выстрел. Выстрел, может быть, на Е. А на X был, по-моему, зелье, а не на С. Помню, еще были эти вот, противоядия. Вот, кстати, новое выпить противоядие. Активировать берсерка. Но это, наверное, надо будет способность приобрести нужную. Удар, круговой удар. А, я так понимаю, это, наверное, надо шифтом вроде бы удерживать, да? Чтобы поменять. Финт, контратака 6. Нифига. Б круговой. Парирование. Выпад парирования. Переключатель ударов. Вот, да. Шифтом надо удерживать. И левый клик плюс shift это будет круговой удар. Блин. Ну, поначалу, наверное, мне нужно какую-то мирную жизнь, конечно, да, устраивать себе. Без всякого... Без всяких заварушек. Ладно, в настройках разобрались. Хорошо. Поехали. Новая игра. Так. Анимации. Понятно. Давайте лучше сделаем простую, где он просто стоит. Выбранный костюм. Кираса. Прикольно то, что кираса, кстати, теперь хотя бы выглядит, что она надета. Раньше кирасы как бы были в игре, хотя далеко не сразу они были введены, по-моему, в игру. Угу. Прикольно. Так, ладно. Я тут вчера заходил, кстати, просто проверял, работает ли все. Понял то, что игра не будет запускаться, если ты ее не запускаешь в режиме администратора. Поэтому я даже успел, кстати, посмотреть некоторых персонажей. Но я особо не читал вот это вот все.
первые годы своей жизни проведа с матерью в пиратском поселении. Да, уже, значит, есть ошибки. Тут, конечно, интересно то, что всем дописывают, то есть вот, допустим, вот, имеет все виды кирасы, костюмов, имеет уникальную квестовую линейку, в совершенстве умеет пользоваться мушкетом. А некоторые, оказывается, я так понимаю, вот, допустим, тут нету вот, то, что он мушкетом умеет пользоваться. Получается, что персонаж вообще не сможет стрелять из мушкета. Вот это как-то, не знаю, по мне. По мне это как-то не очень. Мне нравилось, когда любым ты мог, допустим, играть через тот же мушкет, саблю, пистолет и так далее. Шарль де Мор. Странно, а где Натаниэль Хаук? Об этом человеке в черном балахоне ничего не известно. Я все понял. Исчерпывающее описание. Приветствую. Но пока я тут только вот обсмотрел настройки. Чутка повспоминал все команды. Там настроил немножечко. Сейчас вот выбираю персонажа какого. Просто читаю, что у них тут есть. Какие возможности. Потому что, судя по всему, допустим, не все персонажи могут носить кирасы. И, допустим, не все могут стрелять из мушкета. Так что это пока... Это пока все, что я могу сказать. Видел небольшие грамматические ошибки в описании персонажа. Но то, что здесь у каждого есть свое описание, конечно, это прикольно. Это мне нравится. Да, музыку, кстати, внутриигровой, если что, вырубил. Там просто точно будут некоторые авторские треки. Ага. То есть у Скелетона будет уникальная сюжетная линия. Да, тут написано. Тут написано, кто имеет уникальную сюжетную линию. Вот, допустим, вот этот вот Веселый Роджер, да. Там первые два точно имеют уникальную сюжетную линию. Это вот была Виспер. Там еще кто-то был. Этот... Питер Блад тоже был. Я сейчас просто смотрю, какие вообще тут есть. Вспоминаю, за которых я играл. Вот этого, наверное, часто я тоже брал персонажа. Натаниэля Хаука. Я знаю, он вроде бы присутствовал в сюжетах предыдущих частей Корсаров. По-моему, Корсара 1 или Корсара 2. По-моему, он там был. Даниэль Хаук. Во, написано, допустим, не будет пользоваться мушкетом. Вот почему так? Я знаю то, что мушкет вообще-то офигенная штука. Она почти ваншотает противников. Ну, по крайней мере, раньше так было. Блин, еще эти вздохи на фоне. Прикольно. Я решил, что пока что буду такую более-менее спокойную жизнь проводить, пока не пойму, что да как. Д'Артаньян, ничего себе. Не хочу, чтобы, допустим, меня в начале игры какие-нибудь пираты тут же взяли на абордаж. Я лучше сначала, наверное, торговлей займусь. Буду перевозить товары. Что-то вроде того. Арчибальд. Колк. Хаун. Эдди Блэк. Но я смотрю, тут только на выбор даются именно такие именные персонажи. А вот простые модельки не даются. Диего де ла Вега.
Я вчера немножечко так посмотрел. Персонажей некоторых почитал. И пока я вроде бы, кстати, вот, склонился, вот вариант. Вот мне вот такие вот модельки нравятся вот в Корсарах. Прям с именем Цири. Просто тут вот внешне похоже на Цири. Милен. Прочие рыжеволосы, да, не все похожи. Хотя, погоди, она же не рыжая была, чуть-чуть я несу-то. Рыжая была другая там волшебница. Откат. Я просто не того, не шарю особо за Ведьмака. В общем, ладно, наверное, вот этого вот возьму персонажа. Он довольно прикольно выглядит. Наверное. Хотя посмотрим, вот это тоже хорош. Мишель Деграмон, кстати, вот он, по-моему, тоже был в каких-то из последних частях. Из каких-то последних частей, вот. Не проклятые судьбой, а вот, наверное, каждому свое. По-моему, он там был. Лара МакАртур. Так, ну этот персонаж мне напоминает это мистера Гибса из «Пиратов Карибского моря». Ну да, у него там была, по-моему, своя особенная квестовая того цепочка, сюжетная линия. Я немножечко просто играл, поэтому как-то вот вспомнил. Да, кстати, вот. Цирилла. Ушибленная на голову скачет между мирами, как блоха с тулупа на тулуп, перевозя на себе болезни, убивающие миллионы. Имеет все виды кирас, в совершенстве умеет пользоваться мушкетом. Интересно, откуда у Цириллы мушкет? Сестра Джессики Брэдфорд. Имеет все виды кирас, не будет пользоваться... Чего? Вот этого персонажа, кстати, я тоже использовал как главного героя у себя. Как говорилось в пародии, где была часть фильма посвящена пародии «Пиратам Карибского моря». Это самое эпическое кино. Не Джек Воробей, а Джек Водогрей. Прикольный фильм, кстати. Хоть и, ну, он больше трэшовый такой. Но фильм пародии мне нравится. Это тоже, кстати, неплохой. Вроде бы за этого тоже, наверное, играл. Правда, его звали как-то иначе. По-моему, у него было какое-то голландское имя. Угу. Святой отец Винсента. Блин, а можешь святого отца взять? Испанский инквизитор обладает большим желанием отправить всех грешников и еретиков на костер. Имеет все виды кирас, в совершенстве умеет пользоваться мушкетом. Прикольно, прикольно, да. Но я думаю, это просто было бы, наверное, глупо со стороны разрабов не добавить в игру все именные, все эти именитые корабли из фильмов, из «Пиратов Карибского моря», я не знаю, какой там еще... Я тут видел, тут есть арты во время загрузочных экранов, соответственно, вспомнил сразу сериал, там были персонажи сериала «Черные паруса», по-моему, называется сериал. Довольно хороший сериал, там морские баталии отлично поставлены, атмосферно так все сделано, юмор тоже есть, но там почему-то любили вставлять любовные линии нетрадиционной ориентации. Более чем одна, кстати, которую прям развивали до самого конца. Норд. Не самый приятный тип, но именно из-за этого к
К нему почти нет претензий, ибо не каждый решится высказывать ему прямо в лицо. Так. Вильям Паттерсон. По-моему, такого тоже персонажа брал, чтобы поиграть. А, серьезно? Ха. Бард португалец. Вот это тоже помню, он тоже добавлен из других. Это, по сути, копия этого Питера Блада. Ну, я так понимаю, потом, наверное, они в игре появятся, все эти остальные именные персонажи в тавернах, наверное, будут сидеть и предлагать... точнее, ты сможешь им предлагать в какое-нибудь приключение, типа, отправиться в составе эскадры и так далее. Питер Блейд. Петр Блейд, точнее. Ну вот, я так понимаю, это все, это уже начало. Или? Нет, это не начало. Это еще продолжается. Английский капер связан с английской военной разведкой. Регулярно пускает на дно корабли голландской Вест-Индской компании. Капитан Брига Валькирия имеет все виды кирас. Так, ну это тоже хороший. Испанский командир, который позаботится о том, чтобы враги Испании были повержены. Алонсо де Мальдонадо. Анри Тибо. Племянник Лавастера, бывшего губернатора Тартуги. Понятно. Кладжиран. Угой. Блин, много персонажей на самом деле. Я уже даже запарился тут смотреть. Я вот всегда стараюсь находить ту фракцию, у которой больше всех союзов и нейтралитетов с другими фракциями. И да, насколько я помню, это либо Франция была, либо Голландия. Я тоже так делаю, кстати. Правда, я не знаю, в чем твой мотив, но я, допустим, делаю так, чтобы поменьше врагов было. Там, помню, англичане вроде бы воюют с Испанией. С Испанией и Францией вроде бы, я не помню. Друзья у них только голландцы. Пираты вообще со всеми воюют. А когда поднимаешь чужой флаг, далеко не всегда это помогает. Уильям Тернер. Изабелла Кортес. Так. Франция только Испания. Хорошо. Но я думаю, лучше не париться. И взять там, где поменьше противников, побольше союзов, нейтралов и так далее. Что я не хочу, чтобы поначалу на моем каком-нибудь там, я не знаю, дряхлом люгере за мной гонялись. Гектор Барбоса. Так, ну я не удивлен, что сюда добавили персонажей из Пиратов Карибского моря. Питер Блад. Ну вот, это уже начало, да, вот. Так, ну ладно. А те персонажи, у которых уникальная квестовая линейка, ее избежать можно? Не проходить? Или она сразу же начинается и все, и ты идешь как бы по сюжету? Так-то я просто, может быть, стартану просто за Питера Блада, да и все. А, понял. Ну тогда ладно. Тогда я какого-нибудь просто возьму. О, Шарля де Мора возьму. Как раз он у нас французик. Будем за него играть. Внебрачный сын французского дворянина в Старом Свете был поверенным в дела Малтийского ордена, но неуемная жертва приключения вышвырнула его из благополучной Европы в джунгли Карибского архипелага. Что он здесь ищет?
Ответ на этот вопрос вам и предстоит найти. Если не в этот раз, то в следующей игре обязательно. Имеет все виды керас и костюмов, в совершенстве умеет пользоваться мушкетом. Ну ладно, вот тогда берем Шарль де Мора. Так, начало новой игры. Это важный этап, в котором вам предстоит настроить игру под себя. Все стартовые параметры, которые вы сейчас укажете в данном меню, будут действовать до конца партии. Поставив не ту галочку или наоборот, не включив, можно серьезно усложнить себе игру. Для каждой опции есть описание, которое выводится при нажатии правой клавиши мыши на ней. Теперь внимание, чтобы начать игру, вам просто нужно нажать правой кнопкой мыши по кнопке «Соглашаюсь» или «Давай, поехали уже». Удачи, Корсар, попутного ветра. Кстати, я вчера, когда просто хотел проверить, работает ли сама игра, я особо даже не прочитал это письмо и начал просто левым щелчком кликать уже на это, и не понимал, почему игра не работает. И тут было написано то, что тут начал этот вот счетчик неправильных действий просто набираться. И потом только я уже додумался, то, что надо было прочитать, то, что нужно нажать правый щелчок мыши. Так, ладно. Тут по дефолту мне дают сразу Францию. Другие тоже можно, по идее, выбрать. Окей, ладно. Хорошо. Сложность невозможна, вы что, издеваетесь? Шкипер это... Так, матрос самая легкая. Не знаю. Самая легкая тоже как-то не особо-то хочется брать. Давайте, не знаю, какой-нибудь лейтенант, может быть. Я просто не знаю, как тут они регулируют сложность. Дают ли они просто тупо больше хп противнику. И так далее. Характер героя. Тут все так же, я думаю, да? Авантюрист, буконьер. А, тут больше. Тут больше добавили. Обычно только 3. Корсар, авантюрист и торговец был. Так. Рубака. Неплохие такие перки. Фехтовальщик. Так, авантюрист имеет второй шанс на отговорку при обнаружении врагом. Увеличивается шанс встречи торговца кладами в таверне. Имеет измененное взаимодействие с алкоголиками. А также имеет шанс не быть убитым последним ударом. Шанс равен 10%, умноженный на удачу. Блин. Мне хоть и Рубака очень понравился, но авантюрист как-то звучит поинтереснее. Я обычно играл за Корсара. То есть тупо боец и все. Так, буконьер ошеломляет противника выстрелом, заставляя терять 35 энергии, имеет шанс в 10% на критическое попадание с уроном в 130%, а также имеет ускоренную перезарядку огнестрельного оружия на 25%. Хорошо. Тайный агент. Имеет второй шанс на отговорку при обнаружении врагом измененных взаимодействий с алкоголиками. Все перки, флагов и обноски со старта усилены вдвое финт с шансом крита. Также пониженные цены почти на все у дипломата. Блин, тоже очень много интересных бонусов у тайного агента, но не очень как-то звучит со всей пиратской тематикой. Морской волк тоже, кстати, хороший. В целом хороший. Не супер, но хорошо. Так, ну ладно. Я, наверное, оставлю себе авантюриста. Так. Скорость набора опыта. Давайте поставим на серединку. Дозарядка пистолей. Там режим перезарядки пистолетов идет во время боя. Иначе только при убранной ноже сабли. Режим распространяется на всех жителей игры.
Режим хардкора. Нет, спасибо. Вес матросов по умолчанию. Вес матросов не учитывается при подсчете. А ё-моё, настолько даже? Интересно. Уникальные паруса пиратов. Ну да, пусть останутся. Сниженный бонус офицеров. Ну пусть будет. Контракт на полубессмертие, чего? Он получит полубессмертие. Такой офицер не будет умирать в бою, а лишь потерять сознание и получать временную травму. А, ну это уже напоминает, кстати, фишку из Mountain Blade. Они там тоже бессмертные. По-моему, во всех практически модах не умирают. Только вот теряют сознание. Как и главный герой. Будучи компаньоном и потеряв свой корабль, он выживет и поднимется к вам на борт, даже не имея способности спасения на шлюпке. Количество таких контрактов ограничено лидерством главного героя, точнее максимальное число контрактов лидерства умноженное на 2. Так, ну я помню то, что лидерство, кстати, очень важный параметр. В Ветрах Свободы он вообще, там, при каждом левеле можно было апнуть еще. А тут, как будет, так и будет. Надо будет лидерство побольше прокачать, чтобы я смог набрать больше офицеров. Короче, вот тут мы уберем. Если данная настройка активна, то корабли в энциклопедию будут добавляться только если вы будете получать их путем абордажа. Ладно, пусть как есть останется альтернативный баланс. Если данная настройка активна, у вас отключается возможность замедлять время. Боевка на суше будет работать от профильных ударов. Топовые перки типа мастерский абордаж, профессиональный канонир и так далее будут работать только от назначенных офицеров. Ну пусть останется, да. Так, ну тут вроде нормально все. Количество энкаунтеров. Ну, я думаю, будет интересно, когда побольше будет. Хотя, давайте лучше 30-ку, серединку поставим. 50, наверное, будет многовато. Количество кораблей и охраны. Блин, что-то немного подбешивает, конечно, уже этот звук. Странно, а что тут было написано 5? Ладно. Получаемый ГГ урон. Пусть останется как есть, тут я не буду ничего менять. Включение влияния. Так, пауза живого мира. Что я смогу просто в настройки выходить, чтобы чуть-чуть глянуть. Стрельба только в противников. Да, конечно, в своих не хочу стрелять. Так, ну вот, ладно. Имя профиля игры. Так, система скрытности. Тут только одна выбирается, да. Ну, давайте взятки стражникам тогда. Режим плавания динамический и частота событий давайте обычно. Ну вот. Так, Франция. Все, наверное. Наконец-то. Добавлено 5000 золотых. Матерь Небесная, вот этот шторм был. Кровь у меня голова разбита, черт возьми, все как в тумане. Мэри, где Мэри? На песке, но ни досок, ни трупов фортуна погибла или дрейфует где-то в море. К дьяволу их всех. Мне нужно найти Мэри. Блин, а неужели у него тоже будет какая-то уникальная квестовая цепочка?
Для изменения параметров героя укажите характеристики, стрелки по перераспределителю очки. Умения автоматически пересчитаются от выбранных Pirates. Закройте форму крестиком. Или Escape, когда распределение будет завершено. Так, да. Вот я помню, Ветер Свободы, ты там при каждом левеле можешь еще повышать их. Или менять, по-моему, в любое время по своему усмотрению. А вот в остальных частях тут уже как будет, так и будет. Они сохраняются навсегда. Но смотрю, тут довольно они высокие стандарты поставили. Большие цифры какие-то, как будто у меня, не знаю, не первый левел. Лидерство сразу по дефолту 8. Я думаю, этого вполне достаточно, наверное, ничего менять не надо. Я, допустим, обычно снимал немного удачи до 5 до какой-нибудь и добавлял в лидерство. Чтобы повысить хотя бы до 8. Характеристики. Это где? Это вообще, кстати, что? Это ладно, это потом. Точность выстрела. Но это, наверное, нужна сила, я так понимаю, прокачивать. Чтобы энергию повысить. Сейчас. А что, она не рассказывает каждый отдельно? Ну, я так понимаю, силу, наверное, надо, да? Для энергии. Ладно, давайте обучаемость, наверное, можно снять. Восприятие, реакцию и удачу ставь на минимум на 3. Окей. Ну, давай попробуем. Блин, точно? А не будет ли так там, по-моему, то, что... Я как-то помню, писали то, что если маленькая удача, там может у тебя что-то пойти не так, что-то поломаться, что-то взорваться. Так, и куда их раскидывать? Лучше в силу. Лидерство, наверное, тоже. Выносливость точно еще нужно. Максимум, по-моему, 10, да, будет? Да, 10 это топ. Давайте в силу. Сила, выносливость. Ну пофиг, давай тогда и лидерство тоже, чтобы могу фуловый набор этих вот набрать. Еще 3. А обучаемость, она для чего? Ну, лидерство не, лидерство хотя бы на 8 могу оставить. Так. Восприятие. Способность видеть и слышать без хорошего глазомера. Ядра пушек вряд ли. Ну, короче, сейчас вот 5 талантов куда-нибудь в разнобой раскину. Ну, сила и выносливость по-любому дает вот энергию больше. Нужна для того, чтобы крепко ударить, далеко кинуть и много утащить. Влияет на переносимый вес, количество очков жизни и скорость восстановления энергии. Вот. Сила. Все, она уже макс. На десятке стоит. А выносливость на реген, я так понимаю. Так. Реакция.
Координация движений и проворство рук. У неловкого человека сабля застрянет в ножнах, а абордажный крюк зацепится за штаны своего владельца. «60 из 80. 80 у меня сейчас. Короче, ну... Так, а удача... Еще раз, что там было восприятие. Давайте, наверное, восприятие. Вот так вот. Может быть, вот так вот сойдет. Хз. Я не знаю просто, насколько вот удача прям сильно нужна. Я, наверное, особо удачей пользоваться не буду. Буду основываться, скажем так, на свои навыки и так далее. Как-то так. Что тут вообще есть? Может быть, что-то из нового? Вроде бы все по-старому. Ядовитый клинок, кстати. Вот это вот я... Такое, по-моему, раньше я не видел. Пробитие. Показывает текущий шанс пробития блока керасы. Опа. Интересно. Реакцию на 10. Ладно. На 10 не буду ставить, поставлю на 9. Вот так вот. Вот. Хотя, стоп. Обучаемость, что она еще делает? Быстро перезаряжает. Не, обучаемость тоже не буду сильно снижать. Норм. Вот так вот. Все. Короче, все, ладно. Хватит. Сначала тогда быстренько сохраним. Так, что у нас тут? Интересно. Это, погоди, это столько офицеров у тебя может быть в составе, в качестве бордажников, которые прям с тобой ходят? Серьезно? 5-9 человек? Ни хрена себе, я просто привык, что с тобой обычно сколько? 3 или 4 было? Бля... Блин. Как же я давно не играл. Сейчас я тут немножко подеградирую. Так, Е. Е достать оружие. Пехотная сабля. Я попробовал нажать пробел, не сработало. Я через Enter, через меню. Так, прыжок. В смысле, что ты не прыгаешь? А если в режиме боя? Кнопка Т вроде должна была быть прыжком. Ну ладно. Там так настройка просто была написана. Так, ну. Энциклопедия кассовых книг, складовская статистика. Предметы. Пехотная сабля у меня 9,49. Тромбон. Интересное название у пистолета. Так. Оп. Так, 10.45, это было 9.49. Канонирский тесак. 11.49. Оп. Берем. Надеваем. Так, что-то еще вообще можно. Это, так понимаю, ожерелье, кераса, мушкет. Какие-то артефакты. Прикольно, больше слотов. Это мне нравится. Что, когда я первый раз в своей жизни играл в Корсаров, это был Ветер Свободы, опять же, да, напоминаю. Там был что? Там был, по-моему, сабля,
пистолет, подзорная труба. И вроде бы все, там даже кирас, наверное, не было. Так, ну корабля у меня вроде бы нету. А, есть. Это у нас... Кетч. Я думал, это название. А, название ужасное, хорошо. Так, ну, мое типичное название для флагмана. Это тоже из фильма пародии про пиратов Карибского моря. Такое название. Так, 8 матросов. Мораль плохая, надо будет поднять ее. В таверне вроде бы, или тут даже можно, да. Ну ладно, пока ничего не буду менять. Так, сколько у него пушек? Вооружение 8 пушек. Так, ладно, все. Пока не хочу сильно запутаться. Мэйн, залив гибели. Кстати, точно, а карту я сейчас могу вообще открыть? Карту открыть, наверное, нет. Карту, наверное, покупать надо. Так, здесь, наверное, ничего больше не будет. Давайте сделаем быстрее немножечко. Ну да, я помню, просто Ветер Свободы, там по дефолту у тебя карта есть. Очень удобная была. А тут вот именно покупаешь такую, которая именно в бумажном формате. То есть там ты не видишь свое передвижение. Опа. Ты чё? Я думал, это поговорить со мной чувак хочет. Ты чё от меня хочешь? Бля. Персонаж Мэри Каспер отравлен. Так, это круговой. Да блин, сейчас, секунду. А, да. Как там было пробитие блока? Режим боя. Сейчас, секунду. Круговой удар. Финт, контратака, блок, правый щелчок, пробивающий удар. Пробел. Я вот пробовал, да, нажать колесо. Ну, что-то не сработал. Может быть, это через Shift надо нажимать? Вот, я нажимаю на колесико, ничего не происходит. Раньше, по-моему, тоже, да, такое было. Я уже заждалась тебя, да? Шарль, ты весь в крови. Пустяки приложился об камни на берегу. Тебя не задели, эти дьяволы отравляют свое оружие. Не, меня как раз-таки, по-моему, не задели. В порядке, снова готова к бою, да. Почему-то пошла одна. Да-да-да, обыск я помню. Я думал встретить наших друзей Мискито. А тут обитают каннибалы. Нужно скорее выбираться отсюда. Пойдем на пляж. Возможно, еще кого-то прибило к берегу. Мне нужно что-то сделать. Свиран на голове выглядит скверно. Пойдем, Мэри. Хорошо. Так, единичка. Некого обыскивать. Хорошо, понял. Не, пусто. Так, возвращаться обратно, наверное, надо, или продолжить свой путь. Давайте просто вернемся обратно, может быть, там что-то появится еще раз. Или тут нет, тут ничего. А, корабль появился. Здесь не стоит обнажать оружие. Понял. Смотрите, парни, какая сладкая парочка забрела на наш пляж. Море потрепало нашу лоханку и смыло за борт треть экипажа. А тут такой подарок. Нет худа без добра, как говорил наш капеллан. Ничего себе, у них даже капеллан есть. У меня капеллан ассоциируется с этими, с космическими десантниками из Вархаммера 40 000.
который проповедует дисциплину и так далее, всю вот эту вот тему. Упокой Господь его грешную душу. Мы потерпели крушение недалеко от этих берегов и просим вас, как христиан, помочь нам добраться до любой дружественной колонии, где я, клянусь честью, отблагодарю вас в полной мере. Я в полной боевой готовности, мой капитан, да! Блин, как же громко. Я тебя вроде ставил на минимум. К пирату, да, наши друзья заплатят вам за неудобство и вам зачтется богоугодное дело. Помощь нуждающимся. Смотри, как поют, прям как на мессе. Заслушаешься. Парни, вяжите их. Это мы еще посмотрим. Да, еще посмотрим. Вот именно. Так. Блин, надо было мне ставить сложность матроса. Так. Давайте выпьем зелье здоровья. Какой же бесполезный. Просто я не понимаю, у меня, короче, колесо не работает почему-то. Вот. Shift пробел. Shift пробел это будет... Это будет пробивающий удар. Только он еще и финт почему-то делает. Избежал удара, а чё? Бред какой-то. Что-то я реально не понял. Прольется кровь! Ха-ха! Ну и так сойдет. Ладно, давай сначала поговорим. Блин, начало, конечно, максимально кривое какое-то у меня. Проклятие, знали бы мы, что все так обернется. Ни за что не бежали бы с каторги. Сначала этот шторм, теперь еще вы явились из ниоткуда и убили последнего, кто смыслил в управлении кораблем. Я тоже разбираюсь в корабельном деле, да, конечно. Угу. У меня есть предложение, которое будет выгодно нам всем. Вы берете меня шкипером, и мы отчаливаем отсюда. Мы не в том положении, чтобы отказываться. Прошу на борт. Отлично. Сейчас я только обыщу ваших бывших товарищей. Так, взять все вот так вот. Взять все. Скорее бы в какую-нибудь таверну завалиться и обыграть какого-нибудь лоха в кубике. Красиво, да. Так, я вроде бы переименовал свой корабль. Странно. Да, прикольно, мне нравится. Так, ладно. Полные паруса вперед. Что у нас тут? Пушки тоже поломанные, смотри, некоторые. Ну что ж, поплыли. Да, кораблик хороший, в отличие от того, что раньше привык, обычно дают тебе какой-нибудь люгер, как правило. Так. Ну, давайте на карту. Так, сначала сохраним. Быстренько, чтобы мало ли я затуплю, и кто-нибудь ко мне подплывет, начнет бой. Так. Так, а что делать-то надо? Журнал, архив событий. Просто в любой порт плыть, что ли? Окей, давайте просто ближайший какой-нибудь найдем.
Я бы в Тартугу, конечно, отправился. Кайман, Куба. Тартуга, по-моему, туда. А что за квадраты эти? За прямоугольники такие. Первый раз, кстати, вижу. Какое-то территориальное отделение. Наверное, какие-то отдельные места, где происходят отдельные события. Так, вон Тартуга, да. Поплыли в Тартугу. Так, давайте X3 поставим. Хорошо, хоть помню, как можно время ускорять. Событий, конечно, тут гораздо больше. Тут столько много кораблей сразу видишь. Такс. Ну, пробел. Неужели все через меню надо делать? Как-то странно все работает. Остров Тартуга, маяк Тартуги. В смысле, я не в порту? Ладно, давайте сделаем иначе. Через быстрое передвижение. Доплыть. Порт. Вот так вот. Я вот думаю, может быть, как-то еще попробовать именно в Ветер Свободы поиграть, который гораздо проще. Тут мало ли, вообще не справлюсь. Так, сейчас чуть ярче сделаю. Где у нас тут таверна? Это магазин вроде бы. Нет, это дом. Ладно, давайте через меню. Прикольно. Так, ну, для начала, наверное... Добро пожаловать. Да, сначала давайте переночуем. Тут обычно бывает что-то... Есть. Иногда сундучки появляются. Правда, они бывают еще и на ловушках. Так, опа, создание предмета, не знал. Крафт, значит, сделали. Интересно. Блин. Блин, серьезно, я вот не понимаю, почему иногда не работает пробел и левый щелчок. Так, сейчас сохраним. Так, ну-ка, что ты мне скажешь? Не мешай мне, я занят. Как ты со мной разговариваешь, скотина? Сейчас я научу тебя хорошим манерам. Тоже напоминает, кстати, Mountain Blade, где можно с пьяницей подраться. Но я не хочу, ладно, я пока совсем профан. Так. Надо вспомнить, какие там были правила. Это 21, по-моему, да? Или... А, нужно одинаковые собрать. Одинаковые или от 1 до 5. Точно. Я вот люблю вначале вот так вот разбогатеть. Условно. Там сколько можно заработать. И так до тех пор, пока... Пока у тебя... Хех, ты смеешься. Играть по 0 золотых за кубик. Давай ставку поменяем, иначе я с тобой играть. В смысле, а у меня что, денег нету? Мне же было там 5000.
Понял. Ладно. Короче. Тогда что можно сделать? Наберем команду. Входите, входите. Кружка рома и никаких забот. Максимум 31 человек. Добро пожаловать. У меня всегда есть свободные места. Так, сейчас, секунду. СМС-ку написали. Ты чё? Так, поймите. Добро Прочитано. пожаловать. Так, я сейчас, конечно, глянуть там свернуть не могу, но спасибо за подписку, кто там подписался. Добро пожаловать. Так, ладно. Вам нигде не найти кухни лучше нашей. Блин, что-то громко-то. Так, они у меня солдаты. Салагин, ладно. Солдаты мне не Нигде нужны. найти кухни лучше нашей. Какие-то матросы тоже дорогие. Добрый день. Отличная выпивка и еда. Так, ну вот, наняли. Далее. Добро пожаловать в мою таверну. Да-да-да, хорошо, спасибо. Так, сейчас настройки. Эффекты, диалоги. Давайте чуть-чуть. Вот так вот. Продолжить. Так, что еще можно? Наверное, надо отремонтировать. Там, по-моему, пушки были поломаны. Корабли как люди, каждый со своей душой. Да вы издеваетесь, все равно громко. Ну ладно. Хорошо, раз встреча с новым клиентом, я верю к вашим услугам. Ремонт. $350 пиастров. Как же быстро деньги тратятся. Какие-то они вообще дешевые. Эти пиастры. А, я еще и больше потратил, оказывается. Класс. Развели как лоха. Чего желаете? Так, ну, сначала можно купить товары. А, кстати, можно продать все эти сабли. Все вот эту вот хрень. Цена продажи. Отсутствует экипированный предмет. Хорошо. Так, ну и чё? Тут обычно стрелочки бывали. Да вы чё, издеваетесь? Ладно. Давай посмотрим, что у меня вообще тут есть. Так, а если так нажать? Предметы героя. Так. Отсортировали. А, пробелом надо еще нажать. Хорошо. Пехотная сабля. Ну, давайте все вот это тут пока продадим. Кацель. Кацебальвгер. 1455. У меня, по-моему, меч, кстати, был похуже. Сейчас я быстренько проверю. 11.49, да. А это, кстати, что? 18.65. Персидская тяжелая сабля с узким плавно изогнутым клинком.
Так. Ну-ка. Нужно попробовать. Так, хорошо. Мой магазин к вашим услугам. А, блин, не то нажал. Сорян. Торгуемся и вот это вот. Раньше, я помню, кстати, были торговцы на улице, но я не знаю, может быть, они тоже и сейчас есть. Сейчас немного поднакопим, получается, деньжат. Так, 14,51. Тропические фрукты. Тотем, Кецалькоатля. Защита приношений. Но сейчас, может быть, мне все вот эти вот тотемы не нужны. Я лучше сначала... Сначала все продам. Подзаработаю побольше тысяч. И тогда уже буду покупать что-нибудь такое прям хорошее. Подзорная труба. Так, а ее надеть можно, кстати? Я лучше оставлю пока что хорошую подзорную трубу. Раньше, по крайней мере, можно было надевать. Рейтарский панцирь. Давайте попробуем. Надо, наверное, научиться. Навык, наверное, нужен. Хорошая подзорная труба. Снять, взять. А, у меня их просто 2 было. Хорошо. Тяжелый доспех латной конницы. По-моему, нужен личный навык, если я правильно помню. Кираса, да. Но пока я этот навык не имею. Это пиратство, это ужасно. Торговля почти прекратилась. Тогда можно пока что продать. Потому что я уже имею эту кирасу. Наверняка я смогу где-нибудь еще ее достать. 10к тем более стоит. Так, ну неплохо. 33 тысячи. За весь мусор, который я вдруг набрал. Сейчас я чисто ради интереса быстренько гляну цены на корабли. Чтобы понять, какой тут вообще курс. Корабли как люди, каждый со своей душой. Так, ну барка Стартана это прям вообще помойка. Средний шлюп. Тяжелый люгер. 26 тысяч. То есть, по сути, я уже могу поменять себе корабль. Барк. Барк, по-моему, да, вот он очень хороший, у него очень большая вместимость. Так, ладно. Какая, кстати, у меня... Так, ужасный. Deadweight. Хорошо. Какой-то есть. Ну что ж, спросим, есть ли у него какой-то квест на перевоз товара. Мой магазин к вашим услугам, сеньор. Выбирайте, какой заказ вам больше всего подходит. Так. Груз шелка, корица, красное дерево. И за все это мне платят так мало. Чё-то как-то слишком мало, не? Да еще и время только 3 дня дается на все это. От Тартуги до Кюрасао вообще далеко плыть.
Это один из дальнейших островов, насколько я помню. Ямайка и Гваделупа еще ладно. Нет, спасибо, я, пожалуй, откажусь. Так, у людей есть квесты, вот это я помню. У меня вы найдете все самое необходимое. Так, ну можно просто побегать, посмотреть, что тут вообще есть. Что вообще происходит тут. Так, у стражников мушкеты. Ну да, в какую бы версию ни играл, по сути, все время одно и то же. Графика такая же. Магазин к вашим услугам. Графика одна и та же, модельки одни и те же, по сути, по большому счету. Так. Если у меня столько денег, кстати, можно нанять. Может быть, есть какие-нибудь бойцы? Снова меня надул этот торгаш, продав гнилые сети. Может, позже? Так, ну, играть пока не буду. О, наш губернатор очень мудрый человек. Блин, одни алкаши. Потише, приятель. А, это контрабандист. Не, с ними я не хочу иметь дело. Я помню то, что иногда бывают облавы. Так. Ну, у этого сабля, я вижу, я в этого тоже. Рад видеть тебя. Ясно. Пираты опасны для всех добрых граждан. Блин, реально, одни алкаши. Вот это вроде более-менее похож на... Она была вся В картишки хочет играть. зеленая и вся в листьях. Окей, ладно. Хорошо. Никого достать нельзя. Что тут еще у нас есть в этой местности? Так, магазин, верфь, таверна я там был. Резиденция, ростовщик, церковь. Бордель. Портовое управление, выход из города. Форт, тюрьма. Ну-ка, а если мы в резиденцию зайдем? К губернатору? Здорово. У меня очень мало времени. Работа на благо короны. Патент. Я так понимаю, каперский патент нужен, да? Ну ладно. Иди нафиг. Ладно, тогда можно просто поплавать еще. Зарядить бомбами есть, капитан. Так, ну обычно, да, я бомбами стреляю. Правый борт готов к залпу. Так, ветер у нас в какой стороне? В той. Блин, какая ж красота, а? А, точно. Раз у меня есть деньги, точно вспомнил. Вот так вот, повышенная пусть будет мораль. Немножко пришлось потратиться, но не зря.
Да, красиво. Вот было бы неплохо, да, объединить, вот, допустим, и сделать что-то между. Игру, похожую вот на Корсаров и на Assassin's Creed Black Flag. То есть все вот возможности, которые были добавлены в Корсарах, объединить вот с графикой, с возможностями тоже. С движком. Black Flag было бы вообще, конечно, очень круто. Так, поплыли. Поплывем куда-нибудь. О, я смотрю, тут 2 вида запасов. Вот этого я, конечно, я не знал. Надо будет прикупить тогда товары где-нибудь. Такс. Сан-Мартин. Давайте отправимся на Сан-Мартин. Посмотрим, что там. Так, включим скорость. Так, не надо, я не хочу. Не надо мне ни грозу, ни пиратов, нет, спасибо. Падальщики уже, блин, плавают за мной. Придумали бы еще, я не знаю, способ, как избавиться от крыс на корабле. А то они иногда портят товары, которые нужно перевозить из магазина в магазин. Блин, битва мешает мне высадиться. Вот, так. Красота. Так, разворот. Пьетер. Ага. Прикольно. Еще и способности пишет, какие имеет. Интересно. Да, тут очень много, кстати, вот всяких разных новых добавлений. Ладно, давайте причалим. Доплыть до порта. Ну, пробел. Понятно. Не хочет. 6 утра. Прикольно, у меня сабля, кстати. Только сейчас обратил внимание. Ты кто такой? Погодка такая, какая. Я торчу здесь, как истукан, только мух гоняю. Ну-ка, если что-нибудь спросить. Ну ладно. Да, бесит то, что в какой-то бывает колонии, какой-то фракции постоянно тебя стражники вот спрашивают. Стоит просто мимо них пройти. Кстати, вот такой вид колонии я никогда еще не видел, когда вот играл. Такого порта. То есть внешний вид, вот экстерьер. Просто вот весь. Он плюс-минус уникальный. Может быть, ту часть, вот где каменная вот дорожка. Ту часть я еще видел, а так тут по-новому решили расставить здание. Так понятно, тут тоже причаливают люди. Угу. Так. Задумчиво ходят. Блин, вот тут, кстати, вот не хватает того самого элемента из Black Flag. Потому что там вот действительно там видно то, что твоя команда, она действительно делом занимается. А тут они просто как болванчики ходят. Туда-сюда. Ну и кто-то там еще бывает залезет на мачту.
Да. Это не Клеопатра или качается там на волнах? Нет, не Клеопатра. Чем могу быть полезен, капитан? Так, что у нас тут? Сейчас, что это, церковь или что это? А, это таверна, ладно. Церковь спутать с таверной, точнее наоборот. Бывает. Так. Где тут морские волки? Я много чего в жизни видел, но таких чудес не встречал. Уж можешь мне поверить. Ну, разве что... Так. Ну, представились. Но меня здесь все знают. Понятно, это вот как раз вот рандомный какой-то капитан, который может присоединиться в эскадру чисто на время. Капитан среднего шлюпа. Долфин. Понятно. Ну, сейчас, наверное, рано эскадру составлять. У меня особо под боком ничего нет. Мне нужны какие-нибудь офицеры, хотя бы одного-два, я не знаю. Почему бы нет? Ты хочешь сказать, Харта слабак? Да? Понятно, это тоже капитан. Так, ну это, наверное, регулярный пьяница. Люди говорят, что мой ром лучший на всем архипелаге. И знаете, сэр, они недалеки от истины. Так, ну давай последние новости, что есть. А, да. Блин, все хотят деньги. Где деньги? Жадные. Так, ладно, давайте-ка сходим в джунгли. Может, там можно залутать какие-нибудь сундуки. Найду что-нибудь. Блин, ну колония, конечно, красивая, мне нравится. Очень красивое место. Впервые вижу вот такие вот арки сделаны. Вот они, кстати, вот тоже напоминают, по-моему, первый город, который в Black Flag появлялся. Это испанская какая-то колония, испанский город, забыл. Гавана, вот, там Гавана, по-моему, первый появляется. Там тоже вот такие арки были. Так-то в целом тоже, наверное, все-таки Гавану больше напоминает. Так, что у нас тут? Улучшики всякие. Прикольно, да, довольно большая, кстати. По всяким местам тут можно подняться, побегать. Обычно я привык то, что они такие довольно компактные и чисто какое-то определенное количество необходимых зданий есть и немного домов, в которые можно зайти. Все. Так. Ага. Да? Интересно. Так, здравствуй. Хочешь услышать дельный совет? Расскажи мне лучше, что за байки входу в здешней таверне. Здравствуй, давай выкладывай. У меня нет ни малейшего желания тратить время впустую. Так, ну давай. Говорят, что хозяин магазина из колонии Маракайбо ищет какой-то порошок. Большие деньги за него предлагает. Ага, понятно. Всегда рад приятному собеседнику, сэр Демор. Говорите. Что в этих краях? Так, чтобы получить расположение генерал-губернатора, а заодно и каперский патент одной из стран, необходимо доказать свою преданность. Примерной службы губернатору одной из колоний этой страны. А, точно, были же всякие вот эти вот квестики. Там, где, типа, нужно побегать по острову, что-то найти. По-моему, их губернатор выдает эти квесты. Вроде бы.
Хотя бывали случаи, когда известные пираты становились каперами, попросту купив патент у нечистых на руку агентов. Говорят, что... ну это... Те, кто решили заняться пиратством, могут получить ценные сведения о богатых купцах в таверне. Но не всякому. Завсегдатаи трактира расскажут о легкой добыче. Только человек с темным прошлым может рассчитывать на подобную услугу. Хотя золото, как известно, открывает любые двери. Такие вот дела. 3000 четвертей. Так, ну ладно. Так можно и в ФК простоять просто слишком долго. Так, ну я так понимаю, он так будет до самого конца ходить и ходить бесцельно. Ладно, а я немножко похожу по джунглям тут. Может быть, что-то будет интересно. Главное не наткнуться на пиратов. Драться я не хочу. Блин, нет, 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 не хочу, не хочу, не хочу. Блин. Спасите, помогите, да нет. Помогите мне. Ах, незнакомец, помогите бедной девушке, прошу вас. Эти люди замышляют что-то недоброе. Франц Ж. Стаси. Что случилось? За мной гонятся бандиты. Скажите им, чтобы оставили меня в покое. Не паникуй, красавица, сейчас разберемся. Так. Отдай то, что принадлежит нам по праву, или закончишь жизнь прямо на этих камнях. Иди, мил человек, своей дорогой. Без тебя разберемся. Да я бы рад. Но походу скрипты мне не дают этого сделать. Ибо я должен сказать, что я не допущу насилия. Так. Да чё ты ей веришь? Какое насилие? Я из дома сбежала, весь день гоняемся, хозяин послал. Вот как, но это меняет дело. Догоняйте свою беглянку. Так. Ты эти сказки внукам будешь рассказывать, если доживешь. Вот я сам ее домой отведу, чтоб чего лишнего не вышло. Кто ее родители? Варианты, кстати, интересные. Весьма интересные. Ну, может быть, попытать удачу. Попробовать сразиться. Все-таки у меня есть пистолет, у меня есть зелье. Блок я вроде бы ставить умею. Так. Блин. Тут камера, конечно, она все так же не особо-то и не работает толком. Окей, это было слишком легко. Я, правда, не заметил за своим ХП. Я думал, помру. Спасибо. Да? Ну ты сволочь, конечно. Действительно, отец нанял каких-то пиратов? Блин, так и знал, что надо было ее просто отдать в руки. Так, вот навязалась на мою голову. Пошли, куда тебе теперь денешь? Как зовут твоего избранника? Куда вести-то? Ну уж нет, красавица, на сегодня сюрпризов достаточно. Ну ладно, давай уже помогу до самого конца, так уж и быть. Я добряк. Его зовут Авен Татчер. Он приезжий. Сейчас живет в поселении Мариго. Искал там работу, но у нас с этим туго. Все говорят кризис, а домой мне все равно теперь хода нет. Кризис, говоришь, ну-ну. Для настоящего пирата кризис — это когда на горизонте караван, а в небе полный штиль. Логично. Так, а я, оказывается, вот где уже стою. Так, давайте-ка обыщем этих товарищей. Я возьму все. Не оставлю ничего.
Так, что это? Серебряный кубок, обычная позорная труба. Ну, как обычно, да, ничего такого особенного. Да. Это вообще пустой был бомжара. Ладно, погнали. Так, это мы уже оттуда пришли, окей. Идем так. Какой-то зеленый кружочек у меня возле ХП. Это то, что я готов к выстрелу, или то, что я отравлен? Так, это ты? М? Это не она. Так, он сын ростовщика или кто он там? Давайте сначала тогда... Тогда сначала к ростовщику зайдем. Тут только сам ростовщик. Я знаю в них толк, как никто другой. Ты что, издеваешься? Так. В смысле? Так, видимо, все-таки не здесь он. Неужели в таверне можно искать так? Или в этой комнате? Так, ну сундук я не хочу попробовать. Открыть. Давайте, ладно, в таверну зайдем. Потом уже придется шариться по домам. Это не для меня. Расскажи мне больше. Так, тачер. Что за крысиная дыра? Ага, зазевало уже. Ну да. Мои извинения. Так, ладно, тогда надо побегать по улице, поискать, наверное, дом какой-нибудь рандомный получается. Вы колеблетесь, друг мой. А ты кто такой? Где моя доля? Простой матрос? Так, стоп, простой матрос. А, ну понятно, такой же. Собиратель сплетен. Хорошо. Ладно, тогда давайте по домам пошаримся. Блин, управление, конечно, до сих пор корявое. Мышкой поворачиваешь. Расскажи мне больше. Так, это не то. Тогда мы, пожалуй, покинем. Что-нибудь тут еще есть? Закрыто. Открыто. Приветствую. Вражеского лазутчика в городе. Здравствуй, я не живу в этом городе, но я не шпион. Можем пойти к губернатору, он подтвердит. Так, ладно, не буду на него обращать внимания. Кто это вообще? Что за пес? Так, может быть тут? А этот дом пустой, да? Все, больше тут ничего нету. Блин, и правда, зачем я взял этот квест? Так, что у нас тут еще? Где я тут не был?
Так. Да, капитан? Блин, не то. Так, а может быть какая-то подсказочка будет, а? А чё здесь ничего нету-то? Я не понял. Где все записи по квесту? Должен же быть записи в журнале или что-то вроде того. О, кстати, я не смотрел. Отношения с другими фракциями. Нейтралитет с Англией, война с Испанией и пиратами. С Голландией дружим. Угу. Понятно. Ну, ладно. Так, этот дом был Так, стоп. Это в каком я был? Резиденция, комната. Я в этом, наверное, был. Я уже запутался. Так, давайте сюда зайдем. Не отчаивайтесь, я выполню вашу просьбу. Как же ты меня запарила. Где же его искать, этого чувака? Это единственный вариант пока что, я не знаю, по всем домам. Искать, где они живут-то. Либо найти батю и отдать просто в руки батю. Не знаю. Может быть, в магазине. Ищет работу. Церковь, конечно, еще есть вариант. Стоять! Куда это вы собрались? Нам с вами поговорить надо. Хорошо, что вы нанесли. Видите, лучшие товары колонии. У меня вы найдете все самое необходимое. В моей лавке остался кое-какой товар. Может, он тебе пригодится? Я продам тебе то немного, что у меня осталось. У меня всегда свежий. Лучшие товары за сущ. Понятно. Чувак просит меня отправиться в подземелье. Просто так. Да-да. С радостью отправлюсь в подземелье в одиночку. Сегодня 2 товара по цене одного. товар за ваши Привезли что-нибудь интересное, капитан? сбалансированный клинок поможет забыть. Чего желаете? Так, а может быть ты у нас? Что вы нанесли мне вещи? Лучшие товары колонии. Для опытнейшей руки. Продавайте и покупайте, капитан. Ну что, давайте торгуем. Так, этот дом закрыт. Бордель. А может быть не в бордель сдать? Не так быстро, красавчик. Сначала поговори с мадам хозяйкой. Так, ну тут, видимо, да, ничего такого. Тоже ловить. Что с тобой делать? Почему у меня в журнале нету никаких записей? Складская книга, статистика, кассовая книга, архив событий. Вот почему у меня архив событий, он у меня пустой. Тут должны быть просто все абсолютно записи, начиная с моего крушения. Это бред какой-то. Так, тут тоже как-то никого не видно. Давайте зайдем. Не знаю.
Ну, я чуть-чуть, конечно, поищу. Но если не получится, ну нафиг. Лучшие товары за сущие гроши. Так, не то. Да, ой, блин, не то нажал. В церковь можно посмотреть. Может быть, он в церкви сидит. Меня это не интересует. Вне церкви нет спасения. Привет. О чем вы хотите поговорить? Сандер Шут. Да. Приветствую. Привет. Немало так народу, кстати. Губернатор очень мудрый человек. Wait, what? Что он хотел? Эликсир? А, он продает на ХП, я так понимаю, эликсира. Так, а этот? Что привело тебя в нашу скромную церковь, сын мой? Возблагодари Господа за возвращение из плавания, сын мой. Я слушаю. Блин. Не знаю. Ну, еще, наверное, там куча домов есть. Вы не местный? Надеюсь, вам понравится наш город. Короче. Кстати, она является вообще моим компаньоном, получается, или как? А, у меня это стартовая разве что есть. Девица. Кстати. Я же ее могу, ну, нанять, блин. В качестве одного из этих бойцов. Параметры. Навык основной защиты. Ну, давайте абордажником назначим. Канонир, боцман, врач, казначей, плотник. Все остальные роли все те же. Штурман. Да. Здесь нет никого, кто бы мог со мной сравниться. Сравниться в чем? Готов выйти раз на раз с пистолетом. Блин, а может быть надо вообще в джунгли какие-нибудь идти? Так, этот дом был закрыт. Вход. Так, вот тут вот что у нас? Привет. Блин, я уже думал, это может быть он. Она все еще отравлена, получается. Я в полной боевой готовности, мой капитан, да! Интересно, а как я-то убрать? Надо к врачу какому-нибудь или просто ей дать в инвентарь противоядие. Тихо, тихо, тихо. А вот, кстати, прыжок. Есть тут прыжок. Я видел в настройках, правда он выглядит
убого. Это, конечно, прикольно, что его ввели. Но, блин, он выглядит убого. Ё-моё. И причем он прыгает с одинаковой успешностью. То есть, ну, дальность прыжка одинакова, что во время движения, что во время этого вот бега. Так, ну а ты мне что скажешь? Ах, нет, змей. Я ненавижу змей. Нет, спасибо. Так, а что у нас тут? Резиденция? Резиденция. Спальня. Так, ну это, наверное, жена. С ней, наверное, не стоит говорить, иначе меня пристрелят на месте. А если так перейти в резиденцию? Я хочу сразу поговорить с губернатором. В случае мне он мне дал квест. Ну, точнее, это не его, не ее батя. Капитан, к сожалению, у меня не всегда будет для вас ответственная работа. Вы не единственный, кому я могу доверить ее выполнение. Не отчаивайтесь. Заходите почаще, я очень ценю мужественных и находчивых людей. Так, работа. Одно дело. Капитан, к сожалению, у меня не всегда будет для вас ответственная работа. Вы не Так, это единственный, ничего не кому я дает. могу доверить ее выполнение. Не отчаивайтесь. Заходите почаще, я очень ценю мужественных и находчивых людей. Понятно. И поиграть в карты с губернатором. То есть он мне тоже ничего дельного не скажет. Ну что ж, печально. Короче, ладно, задрала. Серьезно, задрала. Не буду я больше ей помогать. Пусть занимается сама своими проблемами. Буду я еще ей там свадьбу устраивать. Так, а, кстати, что это было за место? Представительство. Что? Ладно, потом заглянем. Сейчас попробую взять квест. Продавайте и покупайте, капитан. В жалкую посудину не поместится весь груз. Фига себе. Как грубо. Так, а сколько у меня, кстати, голды осталось? 27 тысяч. 27 тысяч. Ну, надо накопить, наверное, на следующий корабль. Я просто думаю, вот то, что у меня сейчас, он мелковат. А этот на барк надо накопить. На какой-нибудь. Буду, наверное, грабить всяких пиратов на обочине, скажем так, в джунглях. Поэтому... Пофиг, а давайте-ка вернемся в джунгли. Может быть, там кого-то найдем. Так, где тут был выход? Может быть, там на побережье будет тоже какие-нибудь пираты. Ну или сундуки, не знаю.
Так, давайте сначала справа. Пойдем посмотрим, что там есть. Так, тут у нас перекресток. Так, это колодец, да? Пещера. А мне случай, мне же, по-моему, один предлагал зайти в пещеру. Нет, спасибо, я, пожалуй, не... Тем более, вдруг сразу без абордажника оказался. В соло я не хочу. Так. Что у нас тут? Блин, большие джунгли, кстати. Так, ну пока что я буду только по левой стороне ходить. Точнее, по правой. Блин, как бы не потеряться. Мариго. А, в итоге я просто вернулся обратно. Весело. Да, вышел с одной стороны, зашел в другой. Ладно, тогда покидаем Мариго. Хватит. Я вооружу вас Все до зубов. самое необходимое. Тогда я думаю, пора. Кстати, я видел функцию, тут можно было отправиться на корабль. Или погоди, это мой корабль, наверное, справа, да? На рейде. Припасов забыл купить. Ладно, в следующем порту куплю. Опа, акула плавает. Отправлюсь на юг. Купим там припасы. Угу, тут все еще воюют. Интересно. Кхаэль Роа. Невис. Чарльстаун. Так, напомните, с кем мы там воюем? Мы воюем только с испанцами. Хорошо. Тогда отправимся в Невис. На Невис. Потом на Антигуа можно, кстати. Так, тут у нас находится маяк, да? Поэтому давайте я доплыву в порт Чарльстауна. Причалить. Вы все арестованы! Да не хочу я с вами болтать. Мои товары самые лучшие. А, то есть и она меня преследует теперь. Блин. Ремесленник или вельможа, всякий найдет у меня товар по вкусу. Понял, блин, теперь она будет со мной бегать туда-сюда. Так, ладно. Опа, а ты кто такой? Просто работник? Интересно. Сюда иди. Мой магазин к вашим услугам, сеньор. Так, я не понял, что-то я время подождал, да? Хочешь взглянуть на мои товары?
Так, провиант мне нужен. Сейчас у меня он на 57 дней. Ну да, единственный плюс то, что у меня маленький корабль, это то, что у меня маленькая команда и провиант, соответственно, будет у меня надолго. Так, ладно. Продавайте и покупайте, капитан. Так. Груз кирпичей. Тринидад и Тобаго. Порт оф Спейн, блин, я не помню, где это, если честно. В какую сторону? Порто-Принц, что на Испаньоле. Так, в Тартугу. Кофе. Так, а что мыши могут попортить? Кирпичи-то они вроде не могут попортить, да? Вот, а табак и кофе, может быть, и могут. Такс. Ладно, пофиг, давайте возьмем. Возьмем дело. Тартуга. Ух ты, неужели? В судовом журнале новая запись. Серьезно? Неужели? Так. Хорошо, давайте сначала еще отправимся в таверну. Может быть, там есть офицер, желающий со мной вместе отправиться. Однажды мой корабль Очередной попал в капитан. жесточайший шторм. Меня смыло за борт, и я потерял... Давай, выкладывай, что там у тебя? Вот там контрабандист. Значит, мигрень, говорите? Так, ну это такое себе. Так, а вот ты? Какие будут Офицер. капитан? Неплохой штурман. Врачом, конечно, не считаюсь, но подскажу. И в этом... Хорошо. Возьмите меня на свое судно. Капитан, убедитесь в этом сами. Угу. А сколько ты хочешь? 3000. Давайте возьмем штурмана. Тысячи чертей. Я самый известный пират в этих водах. После Николаса Шарпа, конечно. Врач, конечно, мне пока не нужен. Надо научиться терпению. Давайте назначим. Назначим его штурманом. Все, погнали. И отправляемся на Тартугу. Так, Тартуга у нас где была? Ага, просто вот так вот наискосок поплывем. Ну, давайте. Блин, ну, по времени, конечно, впритык прям дают. Такого в предыдущих, наверное, дополнениях не было. Еще и пираты мешают. Еще и шторм. Чувак.
Блин, корабль придется теперь чинить еще. Кошмар. Просто я думал, уже сейчас потоплю себе корабль. Половину хп снял. Блин. Ремонт обойдется дорого. По сути, моя поездка не окупится. Вот тут маленькая, что там плавает? Это плоты какие-то или что это? Доплыть до порт Тортуги. Причалить. Переход. Ладно, давайте в таверну. Сначала переночуем. Добро пожаловать в мою таверну, сеньор. До следующего утра. Ну что ж, ладно. А хватит времени там? Не опоздал? Крестьянин, ремесленник или вельможа, всякий найдет у меня товар по вкусу. Так, все нормально. Приятно с вами работать. Да, в принципе, я тоже, наверное, так могу сказать. Верх в вашем распоряжении, капитан. Так. Ремонт. 8000. Мой корабль весь стоит 8000. Блин. Ладно, пофиг. Так, сколько у меня там, кстати, голды-то осталось? 18 тысяч, ладно, условно. А тебе бы лучше сидеть на корабле. Ну, давай в кости сыграем. Сейчас, секунду. Сохраню сначала, а то я давно не сохранялся. Так, 2 шестерки и 3 единицы у него уже неплохо. Один, 3, 4, 5, 6. Блин, ну бред какой-то. Просто заново брошу. Так. Отлично, одна победа у меня. Добавлено 250. Сохраняем. Успех. Ну что, еще сыграем? Все еще здесь? Так, что у него? 3 пятерки. Посмотрим, что у меня будет. 3 четверки. У него 4 пятерки.
Блин, ну тут только если еще 2 четверки выпадут. Понятно. А, да. И сразу с него хватит. Ну вот гнида, а. Как хорошо, что может сохраняться, если что. Ладно. Склероз – замечательная болезнь. Ничего не болит, и каждый день новости. Так. Боцман. Еще умею матросов беречь, кости им вправлять, когда подранят. Возьмите меня на свое судно, капитан. Убедитесь в этом сами. Сколько ты хочешь? 3900. Врач. Боцман, врач, боцман, врач. Давайте лучше врача его возьмем, как врача. Врач нужнее, потому что я сейчас планирую, наверное, скоро заканчивать. Надо немножечко повоевать, наверное, все-таки. Какой-нибудь устроить морскую баталию. Правда, такую, где можно кого-нибудь подставить. Не желаете что-нибудь приобрести? Ну, что-нибудь запретное? Нет, спасибо. Так, вот это кто? Эти испанцы просто звери! Испанцы! Грязная дыра. Так, не, по-моему, больше офицеров нету. Одни алкаши Корону? За еду и деньги. и контрабандисты. Я всегда тебе рада. Ладно. Окей. Давайте переночуем тогда. Ай-яй-яй-яй. И как вы живете с такой щетиной? Как есть, так и живем, блин. Прописали же диалоги? Забавные некоторые, на самом деле. Так. Порт. Сейчас сохранимся. И попробую найти какую-нибудь битву, где какая-то фракция дружественная мне, то есть любой, кроме испанцев, Я ищу капитана частного корабля. воюют с пиратами. Так. Здравствуйте, капитан Шарль де Мор. Надеюсь, у вас найдется свободное время для разговора. Приветствую, сударь. А что случилось? Ну, дело в том, что сегодня у меня назначена дуэль с неким человеком. И в чем же ваша проблема? Понимаете, мне бы не хотелось самому драться с ним. Я плохой фехтовальщик, но на кону моя честь, и от дуэли я отказаться не могу. Я подумал, что? Что я могу выступить вместо вас? Совершенно верно. 1028 пиастров. Он так дешево оценивает мою помощь. Ладно. Ладно, пойдем. О, наконец-то хотя бы начались проявляться записи в судовом журнале. Хоть какие-то квесты записываются в судовом журнале. Ремесленник или вельможа, всякий найдет у меня товар по вкусу. А то квесты ты, блин... Невесты, я так и не понял, что с ним делать. Она теперь будет со мной до самого конца бегать. Это невеста. Несчастная, бедная. Ага, пришел. Я требую сатисфакции. Вы будете удовлетворены? Кто это с вами? Этот человек будет драться вместо меня. Это ваше право, но вместо меня выступит мой доверенный. Скажет по секрету, он там какой-то лошара. К черту слова, капитан, вы готовы? К вашим услугам, господа. Ну давай. Мы сделаем вот так. Ух ты, я девочку ранил. Я девочку ранил? Ну вот, давай, бей. Ну, чё ты? Ладно, круговой. Пофиг. Чё-то как-то у меня управления дурацкие, неплохо работают.
Вот, я пытаюсь сейчас пробивающий дать. Так, вот теперь меня, конечно, пробили. Надо бы немножко подлечиться, пусть хп. Вы получили травму. Вот что с этими травмами делать, с отравлениями моей компаньонши? Я даже не знаю. Давайте еще установим. На записи дам журнал «Девица в джунглях». Ваша репутация понизилась. В смысле? Девицу зарезали? Ты чё, черт? Хитрый какой, а? Блин, какая ж тут боевка, просто бога. Я и забыл, насколько она дурацкая. Так. Ну-ка, давай с разворота. Травма прошла. А, она сама проходит. Ну ладно. Пробитие блока. На, все. Сосай. Черт побери. Надеюсь, вы удовлетворены. Вполне. Теперь убирайтесь, и я не намерен больше смотреть на вас. Заранее не знаю, как вас благодарить. Вы спасли мою жизнь. Это наемник не оставил бы мне и шанса. Насколько понимаю, свою часть договора я выполнил. Да, конечно. Все, до встречи. Давай, бабосы. Блин. Я хоть и квест так и не смог сделать с этой девочкой, но, блин, жалко. Но обыскать я обыщу все равно. Понятно, ничего не было. Ну ладно. Блин, репутация пройдоха. Это, конечно, немножечко меня затронуло. Так, сейчас глянем, сколько у меня там зелий осталось. Так, торговля предметов. Так. Лечебные зелья. Количество 14 штук. Хорошо. Это на самом деле хорошо. Что там еще выпало? Темная. Ладанка. Ладно. Риска глаза. На тыльной стороне написано по-испански. Святая мать кармелитов. Кармелитов, чего? Пошли нам ясные дни. Наши весла Мадонна своей рукой осень. Так, плюс 10 к скрытности при ношении. Да мне скрытность так-то и не нужна. Да я с радостью продам эту хрень. Скрытности при ношении снять. Да пофиг, вообще пофиг, я ее продам, точно. Я лучше потом какие-нибудь годные артефакты, реально годные найду. Как же они громко болтают. Ну что ж, давайте поторгуем. Такс. А, так она еще и дешевая. Блин. Ну ладно. Придется обойтись копейками. Так, алмаз хотя бы. За 500 пиастров можно продать нормально. Так. Ну все, вот еще личную подзорную трубу. И все. Так. Все, сохранили. А, и спутница, смотрю, у него больше яда нету над головой вот этой капли зеленой. Видимо, само по себе проходит как-то. Тоже не обязательно противоядие, допустим, использовать. Так, ну теперь, как говорил, надо найти где-то бой, где он происходит между пиратами и дружественной мне фракцией. И там я помогу.
браткам. И на этом, наверное, буду закругляться. Пробный стрим свой по Корсарам. До начала как-то сложновато, кстати, блин, все это вспомнить. Мне надо что-то попроще. Я попробую как-нибудь скачать Ветер Свободы, там будет попроще. Но это уже потом, это когда у меня будет следующая какая-то пауза между варкрафтами и другими стримами. Так. Тот пиратский корабль, он большой. Там получается флотилия. Надо свалить оттуда. Опять шторм. Плиз. Плиз, но. У нас попутчики, Кэп. Ладно. Я хотя бы возле форта буду. Возле форта драться. Так. Капитан, кто-то плывет. Похоже, что это джентльмены удачи. Какие будут приказания, капитан? Напасть. Так, блин, вот мне бы такой корабль, который вот тут вот сейчас со мной рядом стоит, офигенный. Красота. Арно, Рон и мушкетный залп. Так это что? Линкор 3-го ранга. Блин, красота. Мне казалось, это какой-то брик. Ну чё, ребята, соснули, да? Сейчас мы бомбами еще залп дадим. Порт издалека там тоже, наверное, палят. Так, мне по корпусу попали. Да, кстати, звуки выстрелов в пушек, я смотрю, тоже. Я не успел залп дать. Вот это было, конечно, мощно. Так, если я правильно помню, там потом плавает по воде всякие товары. Их можно подобрать. Давайте подождем, пока корабль затонет, потому что иначе я могу повредить корпус. Так, вот так вот. В половинку включим, будем собирать. Вот тут сбоку я уже вижу, там какие-то товары плавают. Сейчас мы это все подберем. Вот таким способом, кстати, можно неплохо разбогатеть, я думаю. Хотя, судя по количеству товаров, не так уж и много. Наверное, все-таки стоит как-то накопить на более боевой корабль относительно того, что у меня сейчас есть. Чтобы уже брать на абордаж. Тогда можно, допустим, и уже эскадру сделать хотя бы из 2 кораблей. Так. Против ветра, конечно, сейчас херово. Так, ну. Ну, я же наехал на бочку. Странно. Что-то он не подобрал товар. Ну ладно. Тут еще какие-то коробки плавают. Давайте. А что, все? Это просто текстурки какие-то, блин. Так, ну корпус я совсем немножко повредил. Команда полностью вся жива. Так что все отлично. Да, я так понимаю, это уже подобрать нельзя. Ладно. Печально. В принципе, кстати, неплохая мысль. Можно просто ждать противника вот здесь вот. У самого форта. Пусть пираты сами придут. А, не-не-не-не-не. Точно, шторм. Я совсем забыл про шторм. Фак. Вот шторм я не хочу. Штормы здесь сделаны крайне неприятно. Они мне не нравятся вообще.
Его очень трудно избежать. Когда вот именно попал, и вот трудно выжить. О, новый левел получил, кстати. Так, а это что за судно, кстати? Маленькое судно. Свистать всех наверх! Похоже, эта лодка дрейфует с человеком на борту. Взять на борт, допустим, и что это будет? Такие вот, кстати, фичи я первый раз вижу. Он, правда, совсем не по курсу находится. Получается, да? Вообще не по курсу. Как я до него доплыву? Давайте включим максимальное ускорение. У нас попутчики, Кэп. Так, я кого-то там в плен взял. Я думал, это будет просто матрос. Так, F2. Ну-ка. Пленник. Бернард Листерт. Безоружный. Окей, а как с ним... Здесь вы можете получить информацию о вмещающих предметах. Изучать... Так. А как с ним поговорить? Наверное, надо попасть на сушу или... Или что? Тут я немножечко не понимаю. Давайте отправимся тогда. Следующий порт какой там был справа. Опять Марига, наверное, получается. Бермуды. Не, Бермуды не пойду. Пиратские порты для меня не... Они меня не интересуют. Так. Марига, да. Ну давай там остановимся. А, точно, точно. Опа. Пиратики. Вот так вот. И вот так вот. Все, стоим в порту. Вот такая вот хитрость у меня будет. Вижу вымпел! Пираты, один корабль. Ну давай, иди сюда. Сейчас мы тебя нагреем. Ух ты, черные паруса. Прям как у этой. Прям как у черной жемчужины. Вперед, ребята, давайте, займитесь. Как же все гремит, блин. Вот так вот, сейчас пойдем лут собирать. Просто буквально один залп. По-моему, даже это не корабль сделал залп. Ну да, это, наверное, форт стрелял. Прикольно. Сейчас вот я еще вспомнил, пока я плыл, можно ж походить по каюте своей, по кораблю. Я просто забыл, как это делается. Сейчас я вспомню по управлениям. Так, корабль вроде продолжает тонуть. Все, давай. Понял. Блин. Вот, значит, светло-песчаного цвета коробки, они... Это просто текстурки. А вот эти потемнее, эти можно собрать. О, черное дерево поднял, кстати, заметил. Лекарство. Хорошо. Красотища. Сейчас продам. Черное дерево, по-моему, очень дорогое. Причалить. Сначала очистим место трюма. Магазин. Так. Лучшие товары! Ром для собутыльников! Бомбы для хороших знакомых! Черное дерево. Ой, хорошо. 7000. Нормально. Deadweight. А, ну по сути все, у меня больше ничего такого и нету. Парусины и доски, они чисто для ремонта. Но это если у меня есть плотник.
Если их будет слишком много, я их буду продавать. Такс. Перезарядить, карта, паруса, каюта, спустить мину. Ничего себе. Каюта. Открыть. Ну, естественно, пусто. Конечно ж, пусто. Так. Выносите пленника. Хотите меня Стоит. убить? Убивайте. С радостью. Бернард Листерд. 1000 чертей. Я ваш пленник, сэр. Но должен сказать, что береговое братство никогда не выкупает своих. Каждый сам за себя. Так, варианты. Так. Да, на тебе не заработать, только если сдать тебя как преступника в каком-нибудь порту за выкуп. Слушай, ты неплохой боец, а мне как раз нужны отчаянные головорезы. Не желаешь послужить у меня офицером? Мы сейчас близ города Амариго. Я мог бы вас тут высадить. Я думаю, из вас получится отличный раб, крепкий и послушный. Вы проигнорировали приказ лечь в дрейф и оказали сопротивление. За это будете казнены. Боцман уже получил соответствующие распоряжения. Я знаю. Так. Ну, я думаю, мне сейчас нужны офицеры. Бесплатно, тем более офицер. Офицерам, сэр, отказываться не станут, дело я знаю. Да и сколько можно тащить за собой якорь и ждать встречи с петлей. Вот и договорились. Иди, принимай дела. Так. А кто он у меня, кстати? Хотя бы описал бы. Кто он по статам вообще? Кто по жизни? Персонажи. Абордаж с большого расстояния. Так, ну я так понимаю, он канонир, наверное, будет хороший. И плотник, как раз-таки. Ну, давай возьмем его. Как канонира. Мысли вслух. На море. Пойдемте. Сохраним. Чуть что, сбросим этого нелояльного канонира в море. Так. Ой, зачем я причалил-то? Так, давайте вот открытая карта. Так, тут у нас кто воюет, кто с кем? Гешпанцы это или... А, это англичане. Это англичане с голландцами стреляются. А это у нас пиратский флот. Или что это? Ну, короче, пираты. Давайте, идите сюда, я вас встречу. Ну, ладно, не я, а братишки. Пусть подойдут максимально вплотную. Два корабля. Да. Ну что ж. Блин, ночная битва. Давайте сделаем чуть ярче.
Мочите их, ребята. Пленных не брать. Так, -1. Блин, насколько же они все круто выглядит. Максимально эпические морские бои. Красота! Пора собирать добро. Блин, хорошая тактика, да. Хорошо, что я ее вспомнил. Так, товаров как-то, правда, я не особо-то вижу. Лекарства, парусины. Вот табак. Это хорошо, наконец-то хоть какой-то. Потому что, как правило, всякие необходимость разве что. Провиант, доски. Доски, шелк. Корица, Эль. Ребята, ну спасибо, спасибо. Давайте-ка причалим. Переночуем. Так. Так, братишка. Счастливого плавания. Давайте до утра. Магазин. Толкнемся. Нашему старому знакомому. Капитан. Так, корица. Цена продажи. Эх, жаль, что она такая дешевая. Шелк тоже не очень-то дорогой, но 2000 хотя бы выручим. Табак нельзя продать, да? Тут табак никому не нужен. Ну что ж. Наверное, пора все-таки двигаться к другому порту. Я тут, кстати, разыгрался как-то, блин, еще... Как-то больше понравилось, на самом деле. Я просто думал уже заканчивать. Может быть, еще повоюем тут полчасика каких-нибудь. Вот так вот пофармлю. Галдишки. Давайте отправимся в следующий просто порт. Я хочу продать табак. Давайте на Невис тогда, или Антигуа какой-нибудь. Поплыли. Deus Vult. Так. Давайте лучше подойдем в открытой карте. Просто утро. Так. 9 утра. Хорошо. Кто такой? Я же думал, сейчас разобью свой корабль. Так, может быть, здесь кто-то хочет купить табак? Капитан. О! Давайте. Так, how much у меня теперь? Деньга 29 косарей.
29. О, Джек Удогрей. Сэр, чем обязан вашему визиту? Средний шлюп. Корпус. Опа. А может быть мне средний шлюп купить просто и все? Так, deadweight в 2 раза выше. А тут тоже, кстати, написано точно. Потом военный шлюп. Ага. Хорошо. Да, давайте. О. Купить корабль за минус. А, взамен, уже сразу же взамен, я так понимаю. Это прикольно. Или в смысле? Добавлено 19 тысяч. Так, ладно. Давайте иначе поставим. Посмотрим, что у нас там. Корабль, корабль. Все на месте, все товары на месте. Это бывает там. Так, мораль отличная. Хорошо. Тяжелый шлюп. Хорош. Так, теперь переименовка сработала, да. Все, хорошо. Так, точно. Штрафа у меня никаких пока нету, да? Отлично. Значит, шлюп я мог покупать. И я забыл, я же еще и себе левел поднял. Ничего пока не могу апнуть, да? Не дали. Ничего, ну ладно. Так, теперь таверна. Странно, конечно, что там с суммой это так вышло. Очень непонятно. Я, по сути, деньги вообще не потратил. Так, 31 тысяча. Какие будут приказания, капитан? Офицер. Боцман. Ну, говорят, что я неплохой боцман. Еще умею матросов беречь, гостей вправлять, когда подранят. Вот все такие, на чуть-чуть, на полставочки еще врачи. Ну хорошо. Возьмите меня на судно, капитан. Убедитесь в этом сами. Сколько ты хочешь? Не слишком ли ты много хочешь? Блин. Хотел бы скостить цену, ну ладно. Достижения. Помощники не помешают. Прикольно, здесь система достижений есть. Это мне тоже нравится. Ну, давайте боцманом его назначим. Канонира надо будет как-нибудь просто выгнать нахер. А то у него статы какие-то позорные прям. Так. Какие будут приказания, капитан? Ну-ка. Да я лучший боцман в этих водах. Еще умею матросов беречь, кости им вправлять. У меня есть уже боцман. Надо было раньше со мной говорить. Точнее, мне с ним надо было раньше. Врач у меня, по-моему, тоже есть, да? Да, врач у меня есть. Айол Минуэль. Хорошо. Потише, приятель. Так, контрабандист мне не нужен. Картишки я не хочу играть. Так, это тоже контрабандист. Офицер. Неплохой канонир. Что ты себя представляешь? Увеличенные повреждения корпуса, увеличенные повреждения парусам. И это все? Базовая торговля.
как там его было посмотреть-то? Ладно. Давайте так. Ни один путешественник за всю жизнь не встретил столько опасных чудовищ, сколько попадалось Питер Блейд. мне. Давайте так. Канонир. Снимем-ка мы его с должности. Потому что все-таки, ну, мы его взяли как пирата. Слушаю вас. Так, давайте поставим. Возможно, он будет похуже. А, нет, он гораздо лучше. Так, посмотрим, что у меня там по кораблю. Мораль отличная. Ты оказываешь мне честь. Так, мне нужна команда. Блин, у меня канониры, конечно, морские волки, а тут сухопутные крысы. Вашим услугам. Добро пожаловать. Зато они солдаты хорошие, матросы. Ладно, давайте немножечко возьмем их. 40 человек, пускай будет команда. Вам нигде не найти кухни лучше нашей. Теперь просто в порт. Ну что ж, давайте поторгуем. Если тебе что-то нужно, покупай скорее и убирайся. Нет, спасибо. Если тебе нужно снаряжение, у меня есть кое-что, что может тебя заинтересовать. А, точно. Чем я могу? Такс. Wait, what? Зарядить бомбами есть, капитан. Так, я что-то не понял. У меня что, пушек нет? Мне пушки надо отдельно ставить. Пушки дорогие. Тут мне теперь точно придется тупо грабить. Кажется, меня надули. Ладно. Где ты? А, то есть уже теперь тебе тут не найти, да? Блин. Тогда в море. Персонажи. А как его прогнать? Он мне нахер не нужен. Ладно, давайте так. Я назначу его абордажником. И пусть он умрет когда-нибудь там в бою. Так, ну вот. А теперь просто ждем. Давайте максимально близко к порту встанем. Все.
3 корабля, 6 ранг. О, я прям в форта. Давайте, давайте. Из форта. Мочите их. Мне нужны пушки. Они, правда, у меня там стоят. Но... Опа. -1. Мурена. Просто залп из форта все уничтожил. Как назло, правда, идти нужно не по ветру. Ну, стреляйте, стреляйте, давайте, вперед. Ты там, ну, что у тебя там, барк или что у тебя там? Добей его. Так, и давай вот так вот сейчас развернемся. Надеюсь, будет хоть какой-то ветер. Ай-яй-яй, не стукай. Корпус повредили мне маленько. Вино, копра. Хорошо, ой, хорошо. Оружие, провиант, ром, доски. Эль. Окей. Так, ну все, мы отступаем. Надо бы потом это все продать. Блин, пушек нет, ё-моё. Надо будет установить хоть какие-то пушки по бортам. На левый и на правый борт. Ну или, не знаю, хотя бы на один борт фуловый поставить. Британские моряки. Блин, корабль, конечно, хороший. Вот этот вот мне нравится, очень красивый. Тот, конечно, без вариантов, который слева от меня стоит. Но это уже слишком, да. Слишком мощный. Тут еще даже женщина там какая-то, смотрю. Спереди на носу. Вот это прям напоминает больше уже корабль этот. Не знаю, как они там называются. Там, где много рядов. Много рядов с пушками. Это вот из третьей части «Пирата Карибского моря». Давай, уплывай. Так, на всякий случай. Сохраним пока во второй слот. Так, давайте еще подальше отплывем в сторону порта. Может быть, тогда режим боя отключится. Потому что, ну, без пушек я... О, все. Выслать шлюпку. Блин, да что за бред? Короче. Карта.
ждем вот так вот. Давай, ты нападать тоже, я подожду. Мне торопиться некуда. У меня по правую сторону форт. У нас попутчики, Кэп. В вахте сигнал. Капитан, кто-то плывет. Похоже, что это пираты. На одном корабле напали. Что это было? Там это Щебека. Блин. Что-то я немножечко тупанул. Так, ну, форт будет стрелять. Понеслась. А мы постоим так. На якоре. Понаблюдаем. Ух. Выстрел из мортиры, да? Жаль, мимо. Филиппе Роик. Да, боевая Щебека, кстати, тоже хороший корабль. Универсальный такой. Я его, кажется, себе забрал. Блин, что-то как-то неактивно здесь происходит. Морские сражения. Ладно. Надо отправиться в другой порт. Как-то мне не прет на Невисе. Пираты какие-то очень ловкие, успевают отплывать от форта, от всей флотилии британской. Вот другое дело, Марига, там вот, конечно, было отлично. Там корабли просто сразу сносят. Одним залпом. Жаль, просто только там товары не все принимаются. Сейчас, в общем, я избегу этот бой, и надо будет куда-нибудь свалить. Так, давайте на Антигуа, может быть, сразу же. Мыс Бон. Что это за местность такая интересная? Так, тут у нас форт есть. Хорошо. Давайте перейдем в таверну. Ой. Добро пожаловать.
Ох уж эти крысы. Сеньор, товары из магазина. О, магнифико. Пшеница. Блин, тут не продается. Зато копр продается хорошо. Одежда. По дешевке. Так, ну у меня половина примерно заполнена. Трюма. Так, В точно. моей лавке остался кое-какой товар. Еда, Может, ром. он тебе Отлично. пригодится? Сколько у меня вообще голды? 23 тысячи. Ну, маловато, маловато. Давайте отправимся в таверну. Может быть, тут будут какие-то офицеры. Судя по всему, да, офицеры хорошие. Вы все еще здесь? Снова это безумие. Какие будут приказания, капитан? Штурман. Да у меня, по-моему, уже все второстепенные вот эти роли есть, да? Казначей, плотник нужен. Казначей и плотник, помимо абордажников. Но я бы, конечно, абордажников набрал бы себе. Не зевай по сторонам и держи оружие наготове. Какие будут приказания, капитан? Канонир. Нет, спасибо. Канонир у меня есть. Да, капитан? Как я могу помочь вам? Таверна как раз на мой вкус. Так, ладно, давайте на рынок сходим. Острейшие клинки для настоящих мастеров фехтовального искусства. Острейший клинок для опытнейшей руки. Самую дешевую шпагу куплю. Добро Не пожаловать. скупитесь, У меня не такой уж сударь, большой выбор, и, зато возможно, отличный. Бумажный патрон. могут отсрочить вашу смерть. Хочешь еще порыться в этом мусоре? Ройся сколько угодно. То есть, серьезно, они продают за 7 тысяч? Но он тебя не разочарует. И это чтобы одеть этого Что придурка? ты меня отвлекаешь? Хочешь еще порыться в этом мусоре? Ройся. Хорошо, в магазине какие цены на все это? Лучшие товары колонии! Ё-моё. Как все дорого. Проще было оставить пару сабель. Так, ну что ж, ладно. Тогда сохранимся. Ну и давайте устроим, может быть, еще один бой напоследок. Точно, мне надо копить вообще деньги на пушки, я и забыл совсем. Без них я вообще никто. Так, ну давайте подождем. Пиратики идут, пиратики. Давайте, пиратики. Ух ты, 2 корабля. Ну давайте, ребята. Нифига залп они, конечно, дали тут прям перед носом. Так, ну ветер плюс-минус нормальный. Давайте станем носом к ним, чтобы получить меньше урона. Да, ветер, конечно, будет слабоватый в их сторону. Но один корабль я точно заберу. Давайте, ребята, добивайте. Фу-фу-фу-фу, он дал дальний залп на тот корабль. Тоже молодцы, конечно. Да, пока что в целом, кстати, морские бои тут меня больше всех заинтересовали. Вот именно такой вот метод.
Нифига, он далеко стреляет. Потоплен фортом. Найс, молодец. Ну что ж, идем собирать лут. Так, ну не богато, конечно, да. Что есть, то есть. Лекарства, доски. Что-то я сомневаюсь, что будет что-то весомое. Как говорил мистер Гибс. Прикольно смотреть, как он там на дно идет, кстати. О, табак. Хорошо. Причалим. И в магазин продадим табак. Перейдем к делу. По обычной цене. Пофиг. Продадим. 4600. Ну, неплохо, неплохо. Теперь надо установить хотя бы пушки. Парочка пушек. Чисто для галочки, чтобы были. Вы только посмотрите на эти паруса. Белее снега. Так, а какие вообще у меня там? Какие пушки подходят? 18-фунтовые? Ой, 8-фунтовые. Хорошо. Ну давайте, наверное, самые дешевые. 18 штук, я так понимаю, да? Нашим верфям завидуют все конкуренты. Так. Это что? Так, ладно, по-моему, как-то иначе надо было, да? Корабли. О, точно, вот так вот. Семь пушек тут. 2 тут. 2 тут. Хорошо. Все. Отлично. Пушки есть. Ну вот. Ну что ж. Я думаю, в целом, первый стрим поначалу как-то было мне немного сомнительно. Все. Потому что я толком не знал, что да как делать. Потому что вот именно сухопутная, условно говоря, да, часть, она какая-то поначалу, мне казалось, то ли кривая, то ли я что-то не так делаю, я не знаю. Поэтому в целом поначалу я думал, то, что мне будет ужасно скучно, я вообще захочу как можно поскорее для галочки тут постримить пару часов и закончить все вот это. Но на самом деле, в целом, да, я вспомнил те самые корсары, тут особо сильно, вот, на первый взгляд, изменений нету, кроме, да, дополнительной кастомизации. По сути, это самое большое изменение. Это дополнительная кастомизация, которая очень сильно повлияла вот как бы на внешний вид игры. То есть добавлено много новых текстурок в плане вот офицеров, много новых кораблей, да, там, ну, в описании даже мода было написано. Ну и так, плюс всякие разные фичи по типу, вот там я вот увидел, там, да, там можно мины выставить или еще там что-то вот всякое, я уже позабывал даже, да. Там колонии новые, да. По-новому выстроены, точнее. Вроде как еще есть места новые для исследования. Так, по крайней мере, было сказано. То есть пока что в целом весьма позитивное у меня впечатление насчет мода.
деньги в целом довольно легко зарабатываются таким, если методом, да. То есть обычно я как делал вначале? Я через магазин. Зафрактовать судно и погнали, пошли-поехали. Я в полной боевой готовности, мой капитан, да! То есть все вот это вот я фармил, обычно вот перевозил вот товары просто с места на место, как правило. И зарабатывал неплохие бабки обычно. А тут как-то, ну, наверное, поначалу просто такие маленькие суммы. Плюс еще в зависимости от версии, какой ты играешь. Были крысы, которые портили товары, были, которые нет. Ну, то есть не было такой функции, то что крысы портят тебе товары. То есть, так как я уже несколько раз упоминал, то что начинал я с Корсаров 3 Ветер Свободы, там много фич, которых даже еще, которые появились в городе потерянных кораблей, их не было. Там не было таких понятий, как, по-моему, лекарства даже. Там не было особо сильно развитого огнестрела, как мушкеты. Там не было, по-моему, даже кирас вроде бы не было. То есть всего вот этого всяких разных бонусов там не было. Там абордажников, допустим, у тебя было только 3. То есть как-то так вот. Там все было упрощено максимально. Но по графике, по сути, такая же графика там была. То есть как-то так. Вот. Сейчас же, ну, я эксплуатирую, да, конечно, всю эту систему. То, что я использую просто... Использую чужие форты для обороны. Чтобы уничтожать пиратские корабли и их потом грабить. Тем самым фармлю ресурсы и продаю их в местные магазины. Вполне выгодно. В общем, если я надумаю еще раз все-таки постримить Корсаров, то все-таки, наверное, я не буду пока что скачивать. Пока еще Ветер Свободы. Продолжу еще на этом моде играть. Попробую пофармить больше голды. Может быть, замучу себе эскадру. И буду так вот постепенно развиваться. С какой финальной целью, еще не знаю, посмотрим. Так как квесты выполнять я не планирую. Так что пару стримов еще в будущем, я думаю, появится по Корсарам. Вроде как люди заходят, люди смотрят. Кто-то, да. Поэтому, ну, надеюсь, было интересно. Это было что-то типа вот первого такого тестового стрима. Отчасти обзор, не знаю, что мог, что и комментировал. Всякие разные изменения. Постараюсь еще больше и более детально потом все рассказывать во время следующего, который, ну, пока еще не знаю, когда появится. Потому что сегодняшний он чисто планировался как стрим, да, для отвлечения от Warcraft, потому что в основном я все время стримлю Warcraft. Поэтому, да, скорее всего, завтра, наверное, у меня продолжится уже по Warcraft движуха, наверное. Я не знаю, посмотрим. Просто постоянно стримить Warcraft тоже надоедает, и хочется что-нибудь другое попробовать поиграть. Поэтому я еще подумаю, либо Warcraft, либо, может быть, в Лигу Легенд даже поиграю. Давно уже в нее не играл, там пару месяцев. Почти все лето, в общем, не играл. Либо в Holdfast. Я тоже уже давненько, кстати, не заходил. Игра веселая, хоть ее толком почему-то не смотрят, не знаю почему. Ну, в общем, да, как-то так в целом. На сегодня тогда все, буду заканчивать. Спасибо всем, кто заходил. Там, тем, кто подписывался во время прямой трансляции, я уведомления видел, я просто не хотел сворачиваться, чтобы посмотреть на на экране у себя. Потому что я боюсь, что может вылететь игра. Я привык к тому, что Корсары не особо стабильная игра, может чуть что вылететь, поэтому... Да, спасибо тому человеку, кто подписался во время стрима, это я видел, это я помню, ценю, спасибо. И думаю, да, на этом все. Буду заканчивать, и, скорее всего, тогда... Да, сегодня еще выложил видосик, связанный с Turtle Wov'ом, следующую часть видоса. Сразу вот после того, как закончится стрим. И завтра, ну... Да, если будет настроение, то завтра будет стрим. Если будет настроение. Если нет, ну, отдохну тогда немножечко от стримов. А так, да, пока что на вариант вот 3 игры. Warcraft, Holdfast или Лига Легенд. Ну, скорее всего, может быть, даже это будет просто очередной стрим по Warcraft. Буду там что-нибудь фармить, готовить, в общем, своих твинков. Может быть, продолжить за своего прот-паладина играть. Да, в общем, такие в целом планы на будущее. Корсары неопределенно когда, но будут. Обязательно будут. Игра мне в целом понравилась. Пока что больше всех морская составляющая.
сухопутная часть пока что еще для меня немножко хромает. Но это лично для меня. Может быть, потом мне еще понравится, там, допустим, абордажи я еще не пробовал. Я хочу набрать себе команду из толковых абордажников. И тогда буду пробовать сухопутные сражения именно на островах, где-нибудь с контрабандистами, там, пиратами, да. И абордажи, соответственно. В общем, да. Наверное, вот теперь точно все. Все, что хотел, то сказал. Все. Тогда сохраняемся. Так, все, сохранились. И тогда... Ну что ж, до встречи тогда. До следующего дня, до следующего стрима. Посмотрим, как все будет.